Популярный турецкий актер Керем Бürsin дал интервью ливанской телеведущей Грейс Редди. Керем довольно откровенно ответил на вопросы журналистки. При этом из полного интервью был вырезан момент, который можно увидеть в тизере. Керему задали вопрос о том, почему турецкие актеры влюбляются друг в друга на съемочной площадке. Однако в конечной версии этого нет. В любом случае мы попытались перевести самые интересные части интервью. Хочется заранее сообщить, что из-за авторских прав мы не имеем права показывать само видеоинтервью. Однако мы подготовили для вас другой видеоряд. Спасибо за понимание. Ведущая Грейс. Фундаментальный вопрос. Ты счастлив? Керем. Хороший вопрос. Да, в целом я доволен. Но мне кажется, что в глобальном плане у нас дела обстоят не так хорошо. Я имею в виду человечество. Я счастлив, но планета, на которой я живу, не в хорошем состоянии. Грейс, ты чувствуешь вину из-за этого? Керем, мне кажется, что чувство вины возникает из-за беспомощности. Грейс, кто твой образец для подражания, мать или отец? Керем, оба. Они два человека, которые дополняют друг друга. Я чувствовал, что получаю что-то хорошее от одного родителя, в то время как другой родитель давал мне что-то хорошее с другой стороны. Так что они были отличной командой. Мне посчастливилось иметь такую семью. Самое главное, чему я научился у родителей, это уважение. Уважение к культурам других народов. Не имеет значения, какое у них социально-экономическое происхождение, не имеет значения, какая у них религия, ничего не имеет значения. Просто тот факт, что ты знаешь, что перед тобой кто-то живой, у него есть эмоции, есть чувства. По сути, все сводится к простому уважению к людям, уважению к человечности. Это очень важно, это то, чего нам сейчас не хватает на самом деле. Мы так много путешествовали в моем детстве, поэтому я всегда сталкивался с чем-то новым, новой культурой, новым всем. Грейс, вы много путешествовали, например, из Лос-Анджелеса в Китай, Малайзию, Дубай и так далее. Вы научились быстрее адаптироваться в новых условиях. Дало ли тебе это ощущение, что ты сейчас испытываешь проблемы с обустройством? Керем, да, мы меняли место жительства каждые 2-3 года. Я понял, что пребывание в Стамбуле является самым длинным из всех городов, где я когда-либо жил, почти 11 лет. Это безумие, потому что до этого самый длинный срок, который я где-либо прожил, был 4 года. Поэтому сейчас, когда я живу в одном доме больше 4 лет, то у меня возникает желание переехать. Мне нужно просто менять место жительства даже в одном городе. Грейс, это касается и отношений с людьми? Тебе становится скучно в отношениях? Керем, хороший вопрос. Не знаю, потому что у меня никогда даже не было отношений дольше 4 лет. Грейс, а что насчет дружбы? Керем, друзей это не касается. У меня очень много хороших друзей. Грейс, расскажи о своей американской мечте. Как Америка сформировала тебя? Потому что когда я смотрю на тебя, то могу сказать, что ты наполовину американец. Керем, когда ты так много переезжаешь, то самое сложное это то, что ты начинаешь сомневаться в своей личности. В том смысле, что куда я принадлежу. То есть я турок, но все страны, где я жил, все равно формируют меня. Конечно, вас вдохновляет культура. Этот человек, что угодно. И поэтому есть часть вас, часть этой страны в вас, которая делает вас тем, кто вы есть. Поэтому я думаю, что самое трудное время у меня было, когда я жил в Америке. Потому что я жил в Техасе. И ты такой: «Эй, ты знаешь, что я Керем из Турции?» И они просто спрашивают, какое было это первое слово и в каком штате находится Турция. Но после окончания средней школы в Техасе я поехал в Бостон. И именно тогда ты понимаешь, что существует другое мышление. А потом из Бостона я поехал в Лос-Анджелес. И для меня это никогда не было американской мечтой. Когда я вспоминаю время, проведенное в Лос-Анджелесе, да, это были хорошие времена, но это была борьба. Самым трудным было то, что когда я впервые переехал туда, я все еще учился. Это был мой последний год в колледже, и мы с друзьями пошли в ресторан. Это был наш первый вечер, и все было новым, и мы хотели стать актерами.
И вот пришел этот официант, которому было около 60, он приветствует нас, раздает меню и спрашивает, чем вы, ребята, занимаетесь? Мы говорим, что собираемся стать актерами, а он смотрит на нас и такой, да, вы знаете, я приехал сюда, когда был в вашем возрасте, я тоже хотел стать актером. И вот это суровая правда. Ты ходишь на семинары или уроки актерского мастерства, и ты просто видишь так много невероятно талантливых людей. И вот человек, который только что показал невероятное представление, одно из лучших, что ты видел в своей жизни. Это было непросто. Я работал водителем, работал в спортзале. Сначала я был разносчиком полотенец в спортзале и просто регистрировал людей, а затем просто стирал все грязные полотенца. Потом я стал тренером, но до этого был вышибалой. У меня было так много разных работ, но я продолжал говорить, что я актер. Но я занимался всем, кроме актерства. Но потом мне повезло. Я встретил Роджера Кормана, и я снимался в Мексике в его фильме. Это интересный фильм, но не так уж и хорош. Вам не обязательно его смотреть. В США у меня было очень плохое воспоминание. Я потерял лучшего друга в автокатастрофе. Это был поворотный момент в моей жизни. Я приехал в Турцию за несколько месяцев до того, как произошел несчастный случай, на свадьбу моего двоюродного брата. И мне пришлось осознать, что я никогда ничего не знал о турецком телевидении, о том факте, что в Турции была огромная индустрия. На свадьбе я встретил некоторых людей, столкнулся с определенными обстоятельствами. Потом вернулся назад в США, и там произошел этот несчастный случай. Именно тогда я начал задавать вопросы, подвергать сомнению некоторые вещи. Жизнь – это когда ты не знаешь, что произойдет завтра. Я действительно начал задумываться, какой смысл во всем этом. Типа я хочу быть актером, но я делаю все, кроме актерства. Приближался 3-й или 4-й год обучения в Лос-Анджелесе, и я собирался сделать то, что мне получается лучше всего. Поэтому я уехал в Турцию, и мне пришлось пойти служить в армию. Я решил, что это лучшее, что я мог сделать. Просто пойти куда-нибудь, где я никого не знаю, и просто делать то, что мне говорят. Да, у меня здесь были бабушка с дедушкой, а также двоюродные братья и сестры, но я плохо говорил по-турецки. После того, как я пошел в армию, я не знал, хочу ли я дальше заниматься актерским мастерством. Но как только я вернулся из армии, я снова получил от Роджера Кормана предложение сняться в фильме в Китае. Это произошло как раз в тот момент, когда я думал о том, чтобы бросить актерскую карьеру. Я отправился в Китай сниматься в фильме. Китай был великолепен. Я не знаю, каким получился фильм, но страна меня впечатлила. Я не смотрю ничего из того, в чем снимаюсь. После возвращения в Турцию события происходили один за другим, и вот я здесь. Грейс. И вот ты среди самых красивых актеров Турции. Или ты не считаешь себя красивым? Керем. Я не знаю. Я думаю, это просто то, чего я не знаю. Грейс. Почему все турецкие актеры сомневаются в своей красоте? У всех одинаковая реакция. Керем. Потому что это больше о том, как ты заботишься о своей внешности. Но это не значит, что ты красивый. Это вроде фальши. Я имею в виду, посмотрите, разве это естественно? Боже, мой менеджер наверху сейчас сходит с ума. Грейс. Что ты имеешь в виду, говоря про естественность? Керем. Я не знаю, я бы не сказал, что я красивый человек, и я говорю это не из-за скромности или чего-то еще. Я просто не считаю себя красивым, и это нормально. Грейс. Ты против пластической хирургии? Керем. Каждый имеет право делать то, что хочет. Я не сторонник этого для себя. Я не думаю, что когда-нибудь сделаю пластические операции. Может, только в случае необходимости. Мне не следует ничего говорить. Грейс. Почему же? Это твое мнение. Керем. Я не думаю, что Роберт Де Ниро когда-либо был невероятно красивым. Но он был Робертом Де Ниро, и он был невероятен. Это все из-за его таланта. Грейс. Тебе кажется, что в Турции связывают красоту с актерской деятельностью? Керем. Да. Но я думаю, что это происходит не только в Турции. У нас есть очень популярные замечательные актеры, которых также не назвать невероятно красивыми. Я думаю, что очень красивый человек не является величайшей актрисой или актером, потому что это не связано друг с другом.
Конечно, у вас будет персонаж, который должен быть сексуальным, но когда вы найдете хорошего стилиста, визажиста, то получите необходимое. То же самое касается устрашающих персонажей. Не нужно в буквальном смысле искать подходящего актера. Мы же говорим не о работе моделей, мы говорим об актерском мастерстве. Я думаю, что красивая внешность – это меньшее, на чем следует сосредотачиваться. Главное – это актерское мастерство. Я также думаю, что позиция гораздо важнее, чем красота. Это твоя харизма. Иногда ты видишь очень красивого человека, но без души. Грейс, что общего между тобой и Серканом Болатом? Может, ваша личность? Керем, ничего общего. Да, конечно, есть некоторые моменты. Например, как он сидит, как он стоит. Я думаю, что с ним было весело, потому что он был так далеко от меня. Он был очень обсессивно-компульсивным. В моей жизни был такой человек. Обычно они нетерпеливы, и поэтому темп других людей действительно просто их беспокоит. Я также хотела бы, чтобы меня закодировали так же успешно, как и его. Вероятно, он принадлежал к спектру аутизма. Его социальные навыки были не такими уж хорошими. Он был помешан на контроле. Его не заботило, что общество считает нормальным или что можно говорить, а что нельзя говорить. Грейс, ты тоже такой? Керем, о нет, я не такой. Я не очень терпелив, но мы не похожи. Прошло так много времени, почти 2-3 года с тех пор, как я играла этого персонажа. Грейс. В Турции актеры не могут долго удерживать высокие рейтинги. Итак, сериал «Я Чок Северсен» закончился очень быстро, потому что рейтинги упали. Как ты лично это оцениваешь? Керем. Это хороший вопрос. Что же на самом деле заставляет телешоу продолжаться? Я думаю, что это не рейтинги, потому что стоимость телешоу не зависит от рейтингов. Даже если рейтинги очень высокие, это все равно не компенсирует затраты на создание телешоу. Конечно, это реклама. Система здесь немного отличается от системы в Америке. Но я знаю, что если ваше шоу популярно и у него все хорошо, то вы получаете 30 секунд рекламы, которая стоит намного дороже, потому что у вас гораздо больше зрителей. Итак, если у вас много зрителей или если у вас мало зрителей, вам все равно платят за рекламу. Разница в том, что если мой рейтинг составляет 10 вместо 4, то я умножаю то и на этот показатель. Сериал может стоить дорого, при этом рейтинги могут быть отличными, но если у него нет глобальных продаж, ему будет нелегко продолжать оставаться на телевидении. Главное, что позволяет шоу держаться в эфире, это глобальные продажи. Посмотрите на Сянчал КПМ. У него не было высоких рейтингов, но сериал продавался как сумасшедший на международном уровне. И международная аудитория была намного больше, чем турецкая. И именно поэтому, я думаю, было 54 эпизода. Поэтому мы должны смотреть на это именно с этой точки зрения. Так что для «Я Чок Северсен» все было немного по-другому, потому что это не было шоу, которое я планировал делать с Аяпым по составленному графику. Грейс, почему ты не хотел этого делать? Керем, нет, я не говорил, что не хотел этого делать. Это был не тот проект, который я планировал сделать в тот момент. Я планировал сделать другое шоу, но потом появился сценарий. В другом сериале были некоторые изъяны. Мне нравится сценарий «Я Чок Северсен». Больше всего мне понравилось в нем то, что главными героями были 3 детей. Но иногда вы планируете что-то, и оно идет не так, как вы хотите. Или вы планируете что-то, и оно идет в другом направлении. Но я думаю, что для всех нас это было просто своего рода развлечением. Как я уже сказал, это могло бы продлиться дольше из-за международных продаж. Но я думаю, что для всех нас 13 – это предел, на который мы способны. Я уверен, что многие люди хотели бы заработать больше денег, но я хотел направить свою жизнь в другое русло. Как я уже сказал, писать сценарий и надеюсь однажды стать режиссером. Я люблю играть, но я хочу дать еще немного отдать. Грейс. Некоторые посчитали, что в этом шоу Атеж был копией Серкана Болата. Керем. Я чувствовал, что все это скажут. Грейс. Я смотрела сериалы и люблю их обоих. И есть немного схожести. Керем. Конечно. Я думаю, это из-за жанра.
Столько раз нам приходилось что-то подправлять, исправлять. Была сцена, в которой я говорил: посмотрите, у меня есть очень похожая сцена в другом шоу, которое я делал. Вы знаете, что это очень сложно, потому что в конце концов у вас есть сценарий, с которым нужно работать, и вы не можете быть такими, как вы хотите. Грейс, правда ли, что ты не можешь или не хочешь смотреть на себя на экране? Керем, да. Грейс, как вы судите или критикуете себя? Керем, у меня есть режиссеры, я доверяю тем, с кем работаю, и чувствую, что если я делаю очень ужасную работу, я каким-то образом узнаю об этом. Я думаю, что моя работа заканчивается в тот момент, когда я заканчиваю играть. Я говорю это многим моим друзьям-режиссерам и людям, с которыми я работал. Если это что-то очень интересное, связанное с эффектами, или вы знаете что-то, чего я не увижу физически, когда я играю, тогда я думаю, мне было бы любопытно посмотреть. А так, я не люблю наблюдать за собой. Грейс, тебе стоит попробовать, ты хорошо выглядишь на экране. Керем, да, я ценю это, спасибо. Грейс, может ли бывшая девушка стать другом? Керем, конечно, конечно. Я всегда был человеком, который никогда не понимал другой стороны этого вопроса. Становиться врагами нет смысла. Ты проводишь все это время с кем-то. Если вы знаете, что отношения заканчиваются, это не делает никого плохим человеком, если, конечно, кто-то не сделал что-то ужасное. Но в конце концов, мне кажется, что если ты провел с кем-то какое-то время и поделился чем-то романтическим с этим человеком, то с ним можно ладить. И это просто грустно, что отношения полностью заканчиваются, потому что фундамент и основа всего – это дружба. Я знаю кучу людей, которые думают, что никогда не будут дружить со своими бывшими, но я не из таких. Грейс, сколько раз ты любил? Керем, о боже, не так уж и много. Не думаю, что я влюблялся настолько много. Наверное, дважды. Да, дважды. Грейс, вы можете назвать их, если хотите? Керем, нет, не стоит. Грейс, расскажи нам о своей первой любви. Керем, было здорово, это был первый раз, когда я чувствовал что-то подобное. Я был молод, мне было 18 лет. Грейс, что ты ищешь в женщине? Керем, я не думаю, что это какой-то критерий. Я думаю, что для меня важно, и я всегда говорил, что это просто возможность посмотреть в глаза этому человеку и просто понять, что если я захочу пойти и стать плотником или продавать обувь на улице, переехать куда-нибудь, то этот человек всегда будет рядом со мной. Это не имеет значения, пока вы команда. Я думаю, важно знать, что это не имеет значения, если ты потеряешь все. Когда ты знаешь, что если что-то случится с твоим или ее здоровьем, то вы будете рядом друг с другом. Я не думаю, что в наше время это особенно легко найти. Грейс, у вас есть конкретный тип девушек? Керем, нет, конкретного нет. Грейс, я поняла, что у вас нет конкретного типа, потому что все ваши бывшие девушки разные. Но наша женская аудитория хотела бы знать. Керем, я даже не думал о физических особенностях. Я не собираюсь говорить, что это не важно. Все знают, что это важно, потому что речь идет о многомиллиардной индустрии. Но если вам не о чем поговорить с человеком даже 5 минут, то это может быть самым привлекательным человеком в мире, и красота не будет иметь значения, потому что главное – выстраивать коммуникация. Поэтому я думаю, что вы просто сразу увидите, к чему это приведет. Грейс, сколько раз у тебя когда-либо было разбито сердце? Керем, о боже, я не знаю, мне разбивали сердце, не знаю, пару раз. Грейс, сколько раз ты разбивал кому-то сердце? Керем, я не знаю, надеюсь, что никогда, но я не знаю точно. Грейс, были ли у вас токсичные отношения? Керем, о да, а у кого их не было? У меня были токсичные отношения, но это совсем не весело. Это совсем не просто. Мы смеемся над этим, но токсичные отношения могут быть очень губительны для души, разума и тела. Любой, кто смотрит это и находится в токсичных отношениях, обязательно осознайте это и уходите. Грейс, тебе когда-нибудь изменяли? Керем, последнее время нет, не имею представления.
Нет. Мне повезло, но, как я уже сказал, я не знаю. Грейс, ты кому-нибудь изменял? Керем. Нет, никогда. Грейс, веришь ли ты в карму? Керем. Да, но причина не в этом. Я не изменяю. Если мы хотим вернуться к разговору, я научился у своей семьи уважения. Измена не является признаком уважения. Вероятно, это одна из худших вещей, которые вы можете сделать кому-то. Грейс, как ты определяешь любовь? Керем, я не знаю. Я понял на своем жизненном пути, что многие вещи меняются по мере вашего роста или по мере того, как вы продолжаете двигаться вперед. Так что я не знаю. Я был бы очень рад найти человека, который поможет мне определить, что это такое, но пока я не знаю. Грейс, это красиво. Лучшим примером любви, которую вы всегда подаете, является любовь ваших бабушки и дедушки, но вы никогда не рассказывали эту историю любви. Керем, это длинная история. Они были безумно влюблены. Даже по сей день, когда я говорю с бабушкой о своем дедушке, то могу это увидеть, почувствовать. Она разговаривает с ним каждый день. Это прекрасно. Я всегда хотел стать отцом в раннем возрасте и быть молодым мужем. Но этого не происходит, если просто захотеть. Я всегда видел это в своей семье и поэтому думаю, что хотел такого же. В моей семье есть прекрасные отношения, которые усложнили мне задачу, потому что ты знаешь, какие могут быть стандарты в любви. Грейс, ты защитник прав женщин и феминист. Керем, я определенно поддерживаю феминистскую политику. Грейс, как добиться гендерного равенства между мужчинами и женщинами? Керем, вся проблема в мужчинах и патриархальной системе. Поэтому, как только мужчины осознают это, именно тогда и могут наступить перемены. Это также то, за что выступает платформа «Он за нее». Мужчинам необходимо участвовать в разговоре, потому что они во многом являются частью проблемы. В турецком языке есть такая поговорка, вроде защиты или поддержки наших женщин. Но это не должно работать так. Нужно просто отойти подальше, просто не мешать. Женщины точно знают, что делать. Я думаю, к сожалению, мужской разум больше думает о поддержке. Но это именно вы создаете препятствия и усложняете задачу. Эта мировая система основана на патриархате. Грейс, если ты увидишь на улице мужчину, издевающегося над женщиной, что ты сделаешь? Керем, я бы определенно вмешался. Я обязательно вмешаюсь в это дело и постараюсь отстранить его от ситуации. Грейс, если ты услышишь сексистский комментарий на съемочной площадке, что ты сделаешь? Керем, я определенно заявляю, что меня это не устраивает. Грейс, правда ли, что розовый твой любимый цвет? Керем, да, мне нравится пудрово-розовый. Грейс, ты жил в Дубае и ездил в Ливан на свадьбу сестры. Твоя сестра замужем за египтянином, поэтому ты знаком с арабской культурой. Расскажи мне немного, что ты знаешь об арабской культуре. Керем, если бы меня спросили, какие эмоции у меня это вызывает, я бы сказал трогательные. Потому что именно такие отношения у меня были с множеством людей, которых я даже не знал. Это просто очень теплые люди. Я скучаю по этому. Это была большая часть того, кем я являюсь сегодня, потому что это было мое детство. Грейс, можешь ли ты прожить один день, не проверяя свой Инстаграм? Керем, определенно. Я могу прожить месяцы, не проверяя его. Пару лет назад в моей жизни был момент, когда я забыл, что у меня есть социальные сети. У меня есть телефон, но я обычно смотрю на часы. Я спрашиваю людей, который час, и мне очень важно узнать, проверят ли они свой телефон или посмотрят на часы. Я думаю, это много говорит об этом человеке. Иногда я вижу что-то, что мне нравится, и мне хочется взять с собой фотоаппарат, чтобы сфотографировать это. Поэтому я практически не пользуюсь телефоном. Я использую телефон только для сообщений и разговоров. Грейс, ты доступен? Керем, нет. И дело не в том, что я такой, смотрите, я такой недоступный. Нет, у меня просто не очень хорошие отношения с телефоном. Так что часто я вообще не отвечаю на сообщения. Из-за этого я потерял много друзей.
но это очень странно для меня. Грейс, насколько важно для тебя жить без ярлыков и предрассудков? Керем, это важно, это очень важно. Грейс, итак, я дам тебе эту корзину, а эта фраза тебе, которую ты прочитаешь вслух. Если ты их не принимаешь, то бросай в корзину. Керем, о боже, хорошо, начинаю. Керем Бюрсин – джентльмен. Мне кажется, что джентльмен или леди – это очень патриархальное понятие, поэтому я скажу, что нет. Керем Бюрсин – королева драмы. Я думаю, иногда. Вы можете спросить моего менеджера. Керем Бюрсин – робот. Нет, это не так. Керем Бюрсин – ненормальный. Я не думаю, что я очень нормальный, потому что многие вещи, которые мы считаем нормальными, для меня очень странные. То, что все считают приемлемым, я нахожу очень-очень шокирующим. Керем Бюрсин – писатель-автор. Я собираюсь сказать нет, потому что сейчас это не так. Надеюсь, в ближайшем будущем. Керем Бюрсин хорошо целуется. Поскольку я никогда не целовался с собой, то я не знаю, но уверен, что есть несколько человек, которых мы можем спросить, и они ответят. Керем Бюрсин живет без сожалений. Я пытаюсь. Керем Бюрсин упрямый. Да, я все еще такой. Керем Бюрсин помешан на контроле. Не так сильно. Керем Бюрсин кокетлив. Я кокетливый? Да, правда. Я просто стараюсь быть вежливым. Керем Бюрсин страстный. Да, я страстный. Керем Бюрсин эгоистичен. Я думаю, вам снова придется спрашивать других людей. Но я так не думаю. Но я уверен, что в мире найдется тот, кто сочтет меня эгоистичным. Грейс, завершите этот подкаст предложением, которое лучше всего описывает вас. Керем, я ненормальный, страстный, возможно, хорошо целуюсь. Нет, я шучу. Не знаю ничего о себе. Это будет звучать так банально. Мне действительно не все равно, и я хочу лучшего для этого мира. Это то, чем я очень дорожу и о чем очень волнуюсь. Вот кто я. Грейс, спасибо. Мы перевели для вас одно из самых откровенных интервью Керема Бюрсина. Актер совсем скоро приступает к съемкам нового фильма, сценаристом и продюсером которого выступает сам. Желаем Керему удачи. Пишите в комментариях свое мнение насчет ответов актера. Спасибо за просмотр.